Добрый день, друзья! Канал Masters of Body приветствует вас снова. И сегодня у нас будет второй выпуск, посвященный летним суперсетам. Мы вам покажем второй комплекс, на наш взгляд, самых эффективных суперсетов, которые помогут стать вашим тренировкам более интенсивными, сжатыми в жаркое время года, или же вы будете использовать их как отдельные инструменты в ваших прописанных тренировках. Поехали! Первый суперсет в нашем сегодняшнем выпуске – это, как всегда, поясничный отдел, и начнем его с гиперэкстензии. И тут обратите внимание на нюанс. Мы выполняем его в нижней амплитуде, то есть вниз Андрей растягивается полностью, а вверх до серединки, до горизонтали. Таким образом, для девчонок будет полезно, ягодичная будет в постоянном напряжении, спина все равно продолжает работать, особенно нижний отдел. И выполнив таких 10-12 повторений, переходим к второй части суперсета, которая называется «Доброе утро». Мы показывали его ранее, и именно такое сочетание двух упражнений даст две разных амплитуды на ваш поясничный отдел, что приведет к желаемому результату. Здесь, в отличие от гиперэкстензии, спина будет работать в верхней амплитуде, то есть разгибатели спины и столбы будут получать главную нагрузку в верхней части. Как только доходим до низа, во избежание травм, мы глубоко не опускаясь, уходим вверх. Напоминаем, таз уводим назад плавненько, не даем себе сутулиться, смотрим все время перед собой. Также выполняем 10-12 повторений, всего 2-3 по желанию суперсета. Второй суперсет мы задействуем грудные мышцы и трицепс. Начинаем с разводки с гантелями на горизонтальной скамье. То есть почему именно так? Во-первых, потянуться, подышать. Вес, конечно же, умеренный. Выполняем от 10 до 15 повторений, в зависимости от подхода. Вес, естественно, подбираем соответствующий. Хорошенечко прогреваем грудной отдел. И после этого переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение очень интересное. Оно называется французский жим с гантелями. Но выполнять мы его будем не просто, а под углом 30 градусов. Наклончик локтя видим, да? Андрей задал назад. Гантельки рабочий вес, не совсем легкий. Кулак опускается возле уха, что дает нам максимальную растяжку, максимальную амплитуду для трицепса. Упражнение непростое из-за такой амплитуды, поэтому, выполнив то количество повторений, которое вы сможете, например, от 10 до 15, сводим гантели над грудной частью и продолжаем делать жим гантелями. Их можно сложить прямо вместе и продавливаемся. Это хорошо проработает серединку груди, верхнюю часть, дельтовидную сочленение, трицепс. То есть хорошо придаст рельефности вашему верхнему грудному отделу вместе с дельтой и трицепсом. Отлично подойдет для лета, как раз для тех, кто хочет просушиться, вот, сделать себя более детальным. Кто-то может заметить, сказать, это же мало для груди, но это еще не все. И тут мы переходим к третьему упражнению. Оно называется очень просто отжимание. Сейчас Андрей показывает не тяжелую версию отжимания от скамьи. Можно делать отжимания от пола, можно делать от специальных упоров. И здесь все те ресурсы, которые остались не задействованы в вашем плечевом поясе, в грудных мышцах, трицепсах, уверяю вас, окончательно будут включены в работу. Это и трицепс, и дельта. Более того, как мы говорили ранее про затраченный колораж, это пресс, спина и ноги. В общем, это тяжело. 3 подхода, и ваши мышцы хорошенечко убиты. Вот Андрей показывает классический вариант от пола. Кому совсем легко, можно ноги поставить на возвышенность для людей с серьезным уровнем. Ну а кому тяжело, как мы показывали ранее, от перекладины, например, в машине Смита, для девчонок подойдет такая техника. Идеальное исполнение в лице нашего чемпиона. 3 круга, можно 4, можно 2, все зависит от вашей кондиции. После того, как во втором суперсете мы хорошенечко разогрели переднюю дельту, теперь переходим к задней дельте и выполняем подъемы гантелей в стороны в наклоне. Не спеша выцеливаем, пучочек растянули. Помним, да? Тренировка у нас не тяжелая, веса аккуратные, работаем над деталировкой. Выполнив 15, не меньше повторений, это касается как мужчин, так и женщин. Переходим к следующему упражнению. Тяга штанги в наклоне. Делаем его обратным хватом. Благодаря такому упражнению беремся чуть-чуть пошире, Андрей.
работает спина, а задняя дельта продолжает находиться в хорошем напряжении. То есть она не перестает отдыхать, что улучшит результат от предыдущего упражнения. Далее у нас подключается, естественно, бицепс, который нам сегодня также необходим. Трицепс был разогрет, антагонист включился, руки получают налив. Прокачали спину, поясница устала. И после этого переходим к следующему упражнению, которое добьет ваше широчайшее и даст возможность отдохнуть поясничному отделу. И это мы сделаем упражнение пулловер. Но не просто, а пулловер на нижнем блоке. Почему именно на нижнем блоке? Во-первых, очень хороший мягкий ход, не выламывает плечевой сустав. Мы имеем постоянную работу, постоянное напряжение для широчайшей. Теперь обратите внимание, амплитуда какая большая. В этом положении у вас тело не отдыхает. Если бы это был свободный вес, например, гантель, вы бы уже отдыхали, получая осевую нагрузку. Здесь же трос вас тянет назад, и мы постоянно находимся в напряжении. Благодаря этому вес небольшой, а нагрузка постоянная, что улучшает вашу рельефность. Тянемся хорошенечко корпусом, торсом. По возможности прижимаем на обратном ходу поясницу. Это также полезно. И выполнив также 10-15 повторений, отдыхаем. Выполняем 2, 3, 4 сета. Держу. Итак, друзья, переднюю дельту мы разогрели. Заднюю прокачали, пришло время средней и передней завершить работу. И для этого первым упражнением мы делаем тягу штанги в подбородку, она же протяжка. И тут обращаю ваше внимание, у нас будет 3 сета, и в каждом из них мы будем менять хват. Сейчас Андрей вам показывает широкий хват, потом я вам покажу средний, и в конце будет узкий. Выполнив от 10 до 15 повторений, хорошо прогрузив дельты, средние, передние. В этом исполнении также подключается хорошо задняя, которая была ранее утомлена. Продолжают у нас нагружаться бицепсы и, естественно, трапециевидные мышцы. Немножко поработали и переходим к следующему упражнению. И следующее упражнение, которое добавит вам рельефа и качества, это жим Арнольда. И сейчас мы будем обращать ваше внимание, исходное вверх, на технику этого упражнения. Значит, смотрите, многие делают не совсем, как нам кажется, эффективно. То есть опускают вниз и тупо подводят перед собой. Мы же предлагаем вам хорошенечко разводя, дугу добавлять в процессе. Да, это тяжело, это требует меньшего рабочего веса. Теперь по поводу точки. Андрей сейчас видит свой подбородок. Сильно ниже, если опустите, вас будут утомляться суставы. Сильно высоко будет недостаточная амплитуда для качественной проработки. И мы вплетаем амплитуду, сам разворот, синхронно вместе с подъемом. Это позволяет, сейчас вам Дима покажет, передний и средний пучок гармонизировать, если так можно сказать. Они работают в тандеме, тем самым добавляя красоты, неважно, мужскому, женскому плечу. Это даст вам качество, детальки и красивые плечи на лето. Вот. Можно работать с напарником, если ваш вес будет действительно большой. Хорошо. А теперь в исполнении Кости мы вам показываем средний хват тяги до подбородка, так как мне он не совсем удобен и эффективен, но у каждого своя амплитуда, свое движение и своя генетика. И третий подход. Положение узкий хват. Посмотрите внимательно, как хорошо работает передняя со средней дельтой. И немного нагружается бицепс. Если вам заходят все 3 хвата, вы можете в каждый подход менять хваты. Итак, следующий суперсет, конечно же, для ног. Выпады в машине Смита назад. Плюсы этого упражнения. Нагрузка на коленный сустав минимальная. Квадрицепс работает на рельеф.
хорошо задействуется ягодичная мышца. Тоже 10, 12, 15 повторений, 3-4 подхода. Делаем все спокойно, аккуратно, выцеливаем каждую ногу. После этого мы переходим к выпадам с гантелями на месте. Здесь плюсы: работает больше квадрицепс, опять же таки работает он на рельеф, ягодичная подключается, как и была у нас в первом упражнении. И при правильной технике, вот как показывает Костя, нагрузка на коленный сустав тоже минимальная. Но из-за того, что вы уже сделали выпады в Смита, вес максимально комфортный для ваших ног. И третье упражнение в этой связочке. Мы добиваем ягодицу на разведении бедра сидя. Здесь у нас уже квадрицепс очень хорошо устал, поэтому мы даем ему возможность немножечко отдохнуть, восстановиться. И поэтому включается только ягодичная мышца и немножечко внешняя часть бедра. Вот смотрите тоже, как Костя выцеливает все красиво. Вот второй вариант. У каждого, опять же таки, разный рост, разные прикрепления. Вы можете варьировать ближе, дальше. А лучше комбинировать, да. Так как комбинация даст вам больше эффект выполнения этого упражнения. 100%. И завершающий этап нашей мегасвязки — это, конечно же, голень. Становимся собственным весом и потихонечку красиво выцеливаем каждую ножку. Включаются стабилизаторы. Уже мы хорошо загрузили и ягодицу, и квадрицепс. И теперь мы добиваем наш мощный суперсет хорошей красивой голенью. Потому что голень есть продолжение ваших ног. Поэтому не забывайте тренировать и голень тоже. Все должно развиваться гармонично. Вот как у Константина, например. Сегодня мы показали вам второй комплекс, так называемый комплекс наших любимых суперсетов, которые помогут улучшить ваши летние тренировки, сделать их насыщенными, интересными и приблизить вас к желаемой вам идеальной форме. Ждите третий выпуск, там будет еще кое-что интересное. Мы благодарим спортивный клуб Orange за предоставленную возможность делать наши съемки для вас. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. С вами был Masters of Body Константин, Андрей и наш неизменный оператор Дмитрий. До новых встреч в эфире, друзья!